Привет всем! С вами снова я, Ингрида. Да, у меня отличное настроение, и я сегодня отправляюсь к морю. И по дороге хочу вам рассказать, как мы свое авто из Латвии, а конкретно из Риги, доставили сюда, в Испанию. Также конкретно со всеми ценами подробненько расскажу вам, как мы его здесь регистрировали, как мы получали испанские номера, как проходили техосмотр, все о страховке, ну и, конечно, дорожные налоги. И, может быть, кому-нибудь, кто собирается переезжать в Испанию, эта информация пригодится, и он сможет оценить, стоит это делать или нет. В нашем комплексе каждый апартамент имеет свое собственное парковочное место, которое вы покупаете вместе уже с апартаментами. И нам очень повезло, мы, поскольку купили себе апартаменты именно в этой части, Pueblo Español, парковка подземная. Поначалу, когда мы только прилетели, мы арендовали апартаменты именно в части Оазис. И там была парковка надземная. Представляете, как приятно залезать в машину, когда она весь день отстояла на солнце. Ну, а сейчас я захожу в нашу уже, как я сказала, подземную парковку. Итак, я спустилась в подземный гараж. Здесь у нас свое собственное место. И сейчас будем отправляться к морю. Выезжаем с парковки. Впереди шлагбаум. Сейчас быстренько его откроем. Ну и так отправляемся на море. Покидаем наш комплекс Pueblo Español. Он напротив сразу Оазис с левой стороны, а справа гостиница Una Hacienda Alamo. Мы здесь тоже останавливались, правда, ненадолго, по 6 дней, так примерно пару раз были. Первый раз, когда здесь остановились, мы когда прилетели выбирать себе апартаменты, а второй раз уже, когда ждали одобрения от банка, ну, еще не было подключено электричество и вода в наших апартаментах, поэтому здесь тоже пришлось второй раз остановиться. Неплохая гостиница, ну, хотя, знаете, у каждого свои требования. Лично мне казалось, что она неплохая. Именно доставить свое авто из Риги, ну, то есть из Латвии сюда уже в Испанию, было совсем несложно. Мы решили не ехать своим ходом и не перевозить его в большой такой фуре, а именно перевезти в трейлеры. Ну, в этом случае было самое сложное, что найти надежного перевозчика и чтобы это была более-менее адекватная цена. Обошлась нам эта доставка 1500 евро. Еще перед отъездом из Риги, мы сами летели самолетом, а авто погрузили на трейлер, и уже буквально через пару недель она благополучно была нам доставлена здесь, в Испании. Поначалу я думала, что это будет самое сложное в этом процессе, но нет, самое сложное нас ожидало еще впереди. Теперь авто надо было регистрировать уже в Испании. Если вы в Испании собираетесь жить как турист, и не более полгода, то вам ничего делать не надо. Регистрироваться не надо авто, вы смело можете ездить на этих латвийских номерах, никаких проблем. Но если, как в нашем случае, что мы здесь купили недвижимость, зарегистрировались, в общем, сюда приехали на постоянное место жительства, тогда мы должны его регистрировать, свое авто, в течение 1 месяца. Правда, я этим начала заниматься только через пару месяцев и поняла, что для меня это будет очень сложно, так как язык не знаю. И мы начали искать, кто бы нам в этом мог помочь. Я вроде нашла такого человека. Он за свои услуги просил 100 евро, которые я ему перевела. Но оказался он только посредник. Он нас отвез в фирму, которая вот уже конкретно занимается регистрацией. Я под видео в описании обязательно оставлю ссылочку, где находится эта фирма. Если кому вдруг понадобится, вдруг пригодится, и вы сможете немного сэкономить. За регистрацию этой фирмы мы оплатили 1100 евро. Я, конечно, понимаю, что цена зависит от автомобиля, и поэтому надо отметить, что у нас машина не маленькая, у нас Lexus Jeep. Наверняка, если бы я пошла сама, я могла бы сэкономить, но, знаете, не зная языка, я даже не пыталась это делать.
В эту сумму 1100 евро входил дорожный налог, регистрация авто и получение испанских номеров и прохождение техосмотра, который нам затянул вот всю эту регистрацию примерно на месяц. Но если проходить техосмотр без проблем, тогда вся регистрация и получение испанских номеров занимает чуть более 2 недель. Но мы, как я уже сказала, с техосмотром влипли. За месяц до переезда я в Риге как раз проходила техосмотр. Машинка была в идеальном состоянии, техосмотр прошла без проблем, а в Испании ее не пропустили. Меня заставили снять систему фаркоп. Оказывается, в этой модели она просто не должна быть. Но мы в такой комплектации купили свое авто в Риге и прошли без проблем техосмотр, никаких претензий не было. А в Испании не пропустили, и нам пришлось этот фаркоп снимать и отправляться в автосервис. И в результате за устранение этой системы фаркоп автосервису пришлось заплатить 600 евро. Ну, ничего поделать. И следующий этап, как я только получила испанские номера, надо было в тот же день срочно автомобиль застраховать. Я это знала, поэтому уже заранее начала подыскивать, с какой компанией было бы дешевле, но это все равно была не маленькая сумма, так как вся моя старая история в Испании не брала счет. Она началась вся с нуля, и это самая дорогая страховка. В основном все страховые компании предлагали годовую стоимость на наше авто примерно 700 евро. Но это так в основном. И только одна страховая компания Цюрих мне предложила 500 евро. Но это не такая страховка, как у нас в Латвии страховка Окта. Она больше похожа на нашу каско. Она также действует в случае кражи, угона, в случае поломки и потом доставки трейлером в автосервис, ну и так далее. Там, в общем, много чего. Итого получилось всего-то 3800 евро. Это в нашем, конечно, случае, но вы можете сэкономить 700 евро, если вам не понадобятся услуги автосервиса, и которые 100 евро мы оплатили посреднику. Итак, вроде я все рассказала. Нет, еще забыла сказать, что буквально недавно на домашний адрес нам пришел дорожный налог за 2024 год, и нашей машинки он составляет 198 евро. И на этом я закончу сегодняшнее видео. Очень надеюсь, что эта информация кому-то пригодится. Большое всем спасибо за лайки. Пишите комментарии, если какие-то все же есть вопросы. Я с удовольствием отвечу на все. И не забудьте подписаться, кто еще не подписался. И до встречи в новом видео. Пока-пока!